Всем привет! Сегодня у меня для вас еще один потрясающий рецепт вкуснейших блинов на Масленицу. Это блины с тыквой. Они получаются очень нежные, мягкие, ароматные и, конечно, солнечные. Попробуйте раз такие блины, и вы точно их будете готовить постоянно, потому что ваши родные будут об этом вас просить. И, конечно, такие блины не только очень вкусные, но и очень полезные, так как они приготовлены с тыквой. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для того, чтобы приготовить эти совершенно замечательные блины с тыквой, мне понадобится примерно 300 мл молока. Молока может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 150 граммов муки. Блины у нас с тыквой, поэтому понадобится тыквенное пюре. У меня здесь 250 граммов. 2 яйца. Здесь у меня яйца крупного размера. Сахар. У меня здесь светлый тростниковый сахар 30 граммов. Конечно, сахар корректируйте по вкусу. У меня, например, тыква очень сладкая, поэтому я добавляю не так много сахара. Растительное масло 2 столовые ложки. Разрыхлитель для теста 6 граммов. Соль примерно 1/4 чайной ложки. И я сегодня в тесто добавлю корицу и мускатный орех. Это, конечно, по желанию, но к тыкве прекрасно подходит корица и мускат. У меня здесь пол чайной ложки корицы и щепотка мускатного ореха. Приготовлю пюре из тыквы. Для этого в сотейник отправляю порезанные кусочки тыквы. Добавляю совсем немного воды. Закрываю сотейник крышкой и тушу на медленном огне примерно 15 минут до мягкости тыквы. В процессе приготовления тыкву иногда помешиваем и следим за тем, чтобы не выкипела вода и тыква не подгорела. Тыква у меня уже полностью готова. Посмотрите, и влага выпарилась, и сама тыква стала мягкая. У меня хороший такой сорт тыквы, мускатной. Готовится она очень быстро. У меня даже, наверное, минут 12 готовилась тыква. Конечно, обязательно проверьте, чтобы тыква была мягкая, чтобы получилось вкусное пюре. Пюрировать тыкву я буду при помощи погружного блендера. Можно, конечно, это сделать и просто обычной толкушкой. Посмотрите, какое однородное красивое пюре получилось из тыквы. Конечно, я рекомендую использовать погружной блендер, тогда блинчики получатся более шелковистые, не будут попадаться кусочки тыквы. Приготовим тесто. В миску я разбиваю яйца, добавляю сахар, соль, корицу и мускатный орех. Перемешаю венчиком. Добавляю пюре тыквы. Пюре такое нежное получилось, очень красивое, желтенькое. Перемешиваю. И сейчас в эту массу я просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Сейчас я замешу тесто лопаткой, так легче вмешается мука. И тесто будет без комочков. Муку всегда легче перемешать в небольшом количестве жидкости. Посмотрите, какая однородная масса получилась. Сейчас лопатку я убираю и буду продолжать замешивать венчиком. Вливаю молоко и перемешиваю. Сразу можно влить примерно половину и замешивать тесто. Вмешали часть молока и теперь добавляем дальше. Я сейчас влила уже все молоко, все 300 мл, и проверю консистенцию теста. Посмотрите сейчас, какое по густоте у меня получилось тесто. Смотря какие блины вы хотите, более толстые, более тонкие, так и добавляйте жидкость. Я хочу блины более тонкие, поэтому я добавлю сюда еще молоко. И сейчас посмотрите, какая у меня получилась консистенция теста.
она меня вполне устраивает. Я добавила сюда еще 100 мл молока. Масло добавим перед тем, как будем печь блины. Сейчас тесту надо дать немного отдохнуть, хотя бы минут 10-15. Тогда блины получатся более эластичные и легче их будет жарить. Я включила разогреваться сковородку, и первый раз я ее слегка смажу растительным маслом. И сейчас я в тесто добавляю растительное масло. Тесто у меня уже постояло, отдохнуло. Посмотрите, какое оно стало. Оно чуть-чуть больше загустело. Итак, сковородка разогрелась, и теперь будем печь блины. Конечно, поступаем как обычно. Набираем черпачок теста и выливаем на сковородку. Аккуратно распределяем. Обжариваем блины с двух сторон. Все как обычно. Когда блинчик обжарился с одной стороны, я вот действую при помощи бамбуковой шпажки. Проверяю. Посмотрите, блинчик поджарился. Конечно, степень прожарки блинчика выбирайте сами. Хотите чуть больше поджаривайте, чуть меньше. Переворачиваем и обжариваем со второй стороны. Вообще, конечно, блины пахнут изумительно. Здесь и корица, и тыква, и мускатный орех. Великолепно. Готовый блин снимаем на тарелку. Посмотрите, какой красавец получился. Это у меня уже получается такой второй рецепт ярких солнечных блинов. Но, конечно, эти блины абсолютно другие. Они отличаются от первых солнечных блинов. Здесь совершенно потрясающее тесто с тыквой. И эти блинчики чуть-чуть потолще. И, конечно, очень ароматные. И, конечно, таким образом я пеку все блины. Если вы хотите, конечно, в тесто можно добавить еще чуть больше молока, чтобы блины получились более тонкие. Но я блины с тыквой люблю именно когда они вот такие чуть-чуть потолще, и они получаются очень такие мягкие, очень нежные. Конечно, пахнут блины просто невероятно. Передать словами это трудно, надо попробовать. Посмотрите, какая великолепная стопочка вот таких красивых блинов, очень ароматных и вкусных получилось. Это еще один замечательный рецепт блинов, который вы можете приготовить на Масленицу. Такие блины я рекомендую подавать с медом. Мед отлично сочетается с тыквой. Я, конечно, сейчас просто с огромным удовольствием попробую эти блины. Я вам точно говорю, такие блины вы еще не ели. Они такие нежные, такие мягкие, такие классные, вообще ароматные. Аромат стоит на всю квартиру. Корица, тыква. Вообще очень здорово. Я сейчас попробую. Блины получились невероятно вкусные. Очень нежное тесто. Вот структура его просто не передать словами. Вы знаете, эти блины можно есть без меда, без сметаны, без каких-либо добавок. Они сами по себе очень вкусные. Я всем рекомендую приготовить их и попробовать, и убедиться в этом самим. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!